Как только я выпускаю обзор 4-звездочного отеля в Турции, в комментариях кто-то обязательно пишет: так он и стоит, как хорошая 5. Так ли это на самом деле? Если да, то всегда ли разумно выбирать 5 вместо 4, просто из-за звезд? Давайте разберемся в этом вопросе на примере отеля Eos Beach Resort в Аланье. В разгар туристического сезона в Турции его можно взять за 160 тысяч на двоих из Москвы на неделю. Я поискала 5 за те же деньги на те же даты. Ничего приличного, конечно, нет. Первый адекватный вариант с нормальным рейтингом – 5-звездочный отель Sea Life Phuket за 204 тысячи рублей. Да, на 44 тысячи дороже, но это все-таки 5. Ставьте лайк, если любите Турцию, и давайте сравним эти два отеля по ключевым параметрам, чтобы выяснить, стоит ли судить турецкие отели по звездам. Оба отеля находятся в Аланье. 4 Eos Beach Resort в курортном поселке Тюрклер, а 5 Sea Life Phuket в Акурджаларе. Территории обоих отелей зеленые и симпатичные, но у 5 Sea Life Phuket общая площадь все же больше. Для кого-то это плюс. По территории можно погулять, так как за пределами отеля выйти особо некуда. А для кого-то минус. Вы вроде бы живете на первой линии, но ваш номер может оказаться в дальнем корпусе, и до моря вам придется идти почти 300 метров, а обратно еще и подниматься по лестницам. У 4 Eos Beach Resort территория меньше, зато если вы окажетесь в самом дальнем корпусе от пляжа, то до моря все равно будет всего лишь 100 метров. И за пределами отеля поинтереснее. Рядом есть магазин бренда Waikiki, много супермаркетов, торговые ряды и даже парк. Инфраструктура интереснее у 5-звездочного отеля. На территории Sea Life Phuket есть 2 бассейна, основной плюс небольшой бассейн только для взрослых. Имеются водные горки. Анимация стандартная для недорогих турецких отелей и довольно активная. Для детей работает мини-клуб. В отеле есть бесплатный тренажерный зал, хамам и сауна. В 4 нет банного комплекса и 2 бассейна, но все остальное примерно похоже. Основной бассейн, анимация, водные горки, детский клуб. На вечерних шоу этот отель не экономит. Тут выступают приглашенные артисты. Также отмечу наличие баров с роскошным видом на море. Бесплатный Wi-Fi есть в обоих отелях, в том числе в номерах. Что в итоге? 5 немного превосходит 4 по инфраструктуре, но уступает ей в расположении. Нельзя уехать с побережья Средиземного моря, не увидев хотя бы одну из его жемчужин. Старый город Калеичи в Анталии, Римский театр в Аспендосе, храм Аполлона в Сиде, крепость на горе Валания, знаменитые каньоны, белоснежные травертины по Мукале. А ведь есть еще легендарная Каппадокия с ее подземными городами и воздушными шарами. Где брать такие экскурсии? Точно не у отельного гида. Ему вы сильно переплатите. Я и мои подписчики берем те же самые туры на проверенном российском сервисе с отличными ценами. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Пользуйтесь! В 5-звездочном отеле Sea Life Phuket номера довольно простые, но их можно назвать свежими. Они выглядят актуально, внутри все чисто, в косметическом наборе хорошее наполнение. Халатов нет, тапочки в наличии. В рамках концепции «Ультра все включено» мини-бар при заезде заполняют пивом и безалкогольными напитками, а далее пополняют только водой. Окна стандартного номера с видом на окрестности могут выходить на стену соседнего отеля и на дорогу. Если вы хотите выбрать номер с видом на море, то стоимость тура будет уже далеко не 204 тысячи рублей, а гораздо выше. Стандартный номер в 4-звездочном отеле Eos Beach Resort просторнее, а еще он более современный и стильный, потому что в отеле недавно была проведена реновация. Разница особенно заметна в ванной комнате.
Наполнение такое же – бесплатный сейф, тапочки, чайник. А теперь давайте честно, если бы я не назвала, где пятерка, а где четверка, вы бы не перепутали, у какого отеля сколько звезд? Теперь сравним пляжи. На участке пятизвездочного отеля Sea Life Phuket оборудованы навесы и расставлены пластиковые шезлонги с мягкими матрасами. Расстояние между ними совсем небольшое. Заход в воду немного рисковат, однако туристы все равно рассматривают Акурджалар для отдыха с детьми. Опасных подводных плит на входе в воду нет, но они есть немного в стороне, это полезно знать. Пляж этого отеля песчано-галечный. На входе в воду галька становится крупной. Пляж четырехзвездочного отеля Eos Beach Resort расположен в бухте. Это плюс для отдыха в начале и конце летнего сезона. Вода здесь теплее, чем на большинстве других пляжей Аланьи, и высоких волн тут не бывает. Сам участок не слишком большой, но личного пространства здесь чуть больше, чем в пятерке, потому что отель выбрал не тенты, а индивидуальные зонтики. Дополнительная зона отдыха оборудована на небольшой возвышенности в тени деревьев на территории отеля. Заход в воду очень плавный. На некоторых участках встречается галька. Подводных плит нет. В разгар сезона в Турции и на одном, и на другом пляже довольно многолюдно. Всегда есть ощущение толпы, поэтому по атмосфере они, на мой взгляд, примерно одинаковые. Кстати, если для вас на первом месте хороший пляж, посмотрите мою подборку отелей с классными пляжами. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Сравним питание и напитки в двух турецких отелях. Где лучше, в пятерке или в четверке? Сначала о напитках. В пятизвездочном отеле Sea Life Phuket концепция «Ультра все включено» с импортным алкоголем. Выбор напитков хоть и не огромный, но бренды известные. В отеле есть круглосуточный бар. Что в четверке Eos Beach Resort? Тут тоже имеется круглосуточный сервис напитков. Алкоголь местный, но стоит отметить, что выбор большой. Кроме того, тут огромный выбор коктейлей и красивая подача. Такого не ожидаешь увидеть в недорогом отеле Турции. Также отмечу кофейню, где варят по-настоящему вкусный кофе. Этого от четверки я тоже не ожидала. Что по питанию? В пятизвездочном отеле Sea Life Phuket оно оказалось разнообразным и почти непрерывным в течение дня. Наполнение шведского стола выглядит достойно. Несколько блюд из мяса, 1-2 вида рыбы, пицца, овощи и зелень, оливки, сладости, фрукты. Все это звучит здорово, однако в отзывах мнения туристов о еде в отеле Sea Life Phuket Alanya разделились. Кто-то остался доволен питанием, а кто-то пишет, что по-настоящему вкусных блюд на шведском столе мало. Я в числе тех, кто остался не в восторге. Рыбу и мясо порой ужаривали до сухости. Гарниры словно заливали маслом, а утренние булочки всегда были будто вчерашними. Вкусная еда в отеле, конечно, была, но ее приходилось искать. Тот случай, когда глаза разбегаются, а взять особо нечего. В четверке Eos Beach Resort питание без деликатесов. Выбор далеко не огромный, но все же достаточный. Но самое главное, что еда в мой заезд была приготовлена по-настоящему хорошо. Она не плавала в масле, не была пересушена, специй и соли было в меру. Разве что десерты здесь попроще, чем в пятерке. В остальном я бы сказала, что Eos Beach Resort превзошел пятизвездочный отель Sea Life Phuket. Так стоит ли судить по звездам? У обоих отелей, которые я вам показала, есть и плюсы, и минусы. Но скажите мне, если бы я не озвучила число звезд, вы бы точно догадались об их количестве? Лично мне из этих двух вариантов больше понравилась четверка, хотя бы потому, что главный минус пятерки – это питание. На мой взгляд, если вы едете на отдых по системе «все включено», еда – это один из важнейших моментов. Никакая инфраструктура не спасет отпуск, если каждый прием пищи будет разочарованием.
Напишите в комментариях, какой из двух отелей выбрали бы вы, с учетом того, что за недельный отдых в пятерке нужно заплатить почти на 45 тысяч больше. Полные обзоры каждого отеля вы можете посмотреть по ссылкам в описании под видео. Актуальные цены там же. До новых встреч!